Привет, друзья! Сегодня 6 июля. Остается один день до экзамена по японскому языку. Я думаю, все японисты и люди, изучающие японский язык, знают то, что существует такой экзамен на определение уровня японского языка, который называется JLPT, и по-японски Nihongo no Ryoku Shiken. Этот экзамен проводится 2 раза в год, в декабре и в июле. Я думаю, из вас найдется тот, кто будет завтра сдавать этот экзамен, либо в Японии, либо еще в какой-то стране. Касательно меня, я завтра тоже отправлюсь на сдачу экзамена. Сдавать я буду уровень 1. Это самый сложный уровень. Всего их существует 5. Пятый самый легкий, простой, базовый, японский. Ну и заканчивается он первым. Это самый сложный уровень, где большое количество заданий, плюс они очень сложные, плюс у тебя очень мало времени. Ну и, в общем, самый хардовый уровень получается. Сдавал я уже несколько раз на первый уровень. Все разы, которые я сдавал, прям чуть-чуть не дотягивал, практически несколько баллов, чтобы перейти вот эту линию, когда засчитывают сдачу экзамена. Для чего он, собственно, нужен, этот экзамен, и зачем его сдавать? Ну, вообще, этот экзамен то же самое, как и экзамен на сдачу английского, на определение уровня английского языка. Это TOEIC, TOEFL и так далее. То же самое. Сдаешь этот экзамен, подтверждаешь свой уровень, ну и вот этот сертификат в будущем может тебе пригодиться устроиться на работу. Правда ли это? Правда. Кстати, вот в предыдущем видео как раз написали комментарий перед тем, как я устраивался в гостиницу, нужны были ли знания японского языка при устройстве на работу. Да, в то время у меня был N2, второй уровень. Вот. И я думаю, что если бы у меня не было вот этого сертификата, скорее всего, меня бы могли не взять. Потому что главным условием являлось наличие вот этой вот бумажечки, в которой написано, что ты сдал уровень, у тебя есть уже более серьезные знания в японском языке. Ну, вообще, я считаю, что это, ну, естественно, да, это показатель, потому что на 5 уровне это самая простая грамматика, самые простые слова, база, да, ну и уже дальше грамматика усложняется. Уже есть и задания, где проявляется и грамматика, различные фразы вежливого японского языка. Вот, поэтому, как правило, считается, что 2 уровня достаточно, чтобы устроиться на какую-либо работу, ну и можно и на хорошую работу, в принципе. Там уже зависит от тебя, насколько ты сможешь разговаривать, насколько ты будешь уверенно разговаривать на японском языке. Но в целом получается, что по большей части люди, имеющие N2, это получается, это не только люди умеют поддержать диалог, да, в обычной жизни, но и уже и общаться на таком деловом японском, используя различные сложные грамматические конструкции. Первый уровень, он очень похож на второй, потому что большинство грамматических конструкций берется из 2 уровня, и они часто попадаются в 1 уровне. Поэтому как бы вот эта вот связь 1 и 2 уровня очень близкая. Потому что когда ты сдаешь если ты можешь сдать 2 уровень, то есть уже у тебя большая вероятность, что, ну, если чуть-чуть еще позаниматься, ты уже можешь и на 1 попробовать сдать. Вот у меня просто я свой шанс, так сказать, профукал, когда я сдал на 2 уровень, сдала со 2 раза. Первый раз, я помню, это был, ну, я сдал 3 и сразу же потом через полгода попробовал на 2. Вот. Ну, не получилось, поэтому со 2 попытки я сдал. И нужно было мне тоже просто продолжать в том же ритме, не запускать свои знания полученные. Да, это то же самое, что и у спортсменов, можно сказать, когда люди, да, постоянно тренируются, да, выигрывают какие-то соревнования, если они также продолжают тренироваться дальше, то есть на следующих соревнованиях у них тоже есть большая вероятность выиграть, потому что, ну, тело находится в подготовленном режиме всегда.
Поэтому намного легче уже, да, состязаться. Вот. Ну, также здесь получается в японском языке, ну, это я на опыте своей жизни, да, такое вот сравнение решил сделать. Потому что, да, когда ты готовишься, да, к экзамену, постоянно у тебя этот материал прокручивается в голове, повторяешь его, получаешь еще какие-то, ну, изучаешь еще новый материал, то есть у тебя всегда все в голове есть. А в моем случае было, получается, я сдаю второй уровень, получил сертификат, надо было мне просто дальше газовать и зимой попробовать уже и первый сдать. Вот. Но я упустил свой этот шанс. Решил, что пока что до второго уровня будет достаточно, ну, а потом первый там как-нибудь сдам. Второй уровень сдал, в принципе, там без особых усилий, так сказать. Ну, хотя я, в принципе, предельно упорно занимался. Но все равно казалось, что первый тоже будет не так сложно сдать. Ну и все, я запустил, перестал заниматься, повторять там, да, грамматику какую-то, плюс учить новую грамматику на первый уровень. И решил я сдавать первый уровень, когда уже жил в Японии, уже работал. Я не знаю, там, наверное, года через 4, скорее всего. Вот. И когда я стал готовиться к первому, причем я начал заниматься где-то, не знаю, месяца за 2, наверное. Как бы настолько я был уверен, что мне 2 месяцев будет достаточно, чтобы восстановить знания, которые там могли забыться, либо еще что-то. Проблема была в том, что я уже работал, и, соответственно, время на занятия, на подготовку к экзамену было очень мало. Вот, поэтому то, что смог, повторил, то, что смог, какие-то знания, что-то новое выучил, но все равно этого было недостаточно. Но хотя первая попытка сдачи была, она была самой удачной, кстати. Мне не хватило всего 1 балла. После первой попытки, когда я стал еще продолжать заниматься, я уже понимал, что, блин, на самом деле я очень многого не знаю. Вот как бы, ну, допустим, даже если мне хватило этого балла, я бы сдал, но все равно получил бы сертификат, но уровень, он бы все равно пробелов бы еще осталось очень много. Поэтому просто считаю, что ну, так и должно быть, значит так надо. Но теперь зато есть уверенность, что получится его сдать, потому что в этот раз я уже очень хорошо знал свои стороны. Кстати, моя самая слабая сторона это была всегда это чтение, потому что, ну, очень это сложная часть, очень длинные тексты непонятные, которые вообще путают тебя. То есть ты начал читать одно, в середине уже другое, и в конце вообще какой-то там непонятный финал. И вопросы тоже непонятные, то есть там дается вопрос, несколько вопросов, и на них ответы, там тоже где-то варианты, 4 варианта, по-моему, на каждый вопрос. И очень часто бывают прям 2 варианта ответов, они прям тебе кажется, что они вот и тот может подойти. И ты сидишь так вот, блин, ну и какой это правильный. Но тебе все равно нужно выбрать только один. Если же по грамматике, допустим, там, да, конструкции, тебе достаточно их выучить, запомнить просто, там уже ты будешь разбираться. Вот в чтении нет. Тут сиди и думай, в общем. А времени очень мало. Ну, в принципе, уровень себя оправдывает. Как бы первый уровень, да, самый сложный. Даже сами японцы путаются в грамматике первого уровня и так далее. Вот недавно, кстати, тоже с чуваком одним японцем пошли поужинать. У меня с собой была книжка, по которой я занимаюсь. Ну, я ему говорю, ну-ка давай, попробуй решить. Как раз там дал ему задание с чтения. Ну, там небольшой текст был. Я вот дал ему, говорю, давай, у тебя там пару минут, читай и отвечай на вопрос. Там было 3 вопроса. На 2 он ответил правильно. Причем, ну, он там сомневался еще чуть-чуть. Вот, а на 3 он просто говорит, я не знаю. Ну, и, короче, выбрал, и неправильно был ответ у него. Видите, даже настолько сложный уровень, что даже сами японцы ошибаются.
Я думаю, у вас уже возникает вопрос, тогда зачем тебе сдавать этот первый уровень, если у тебя есть второй, тебя могут уже со вторым, в принципе, брать на работу. Вот здесь уже как бы, ну все же, да, первый уровень, он хоть и близкий по сложности ко второму, но сами понимаете, что, допустим, если будет два кандидата, один со вторым, один с первым уровнем, конечно, у кого будет больше шансов, конечно же, у первого. Ну и я проучил в университете японский язык 5 лет. Уже как бы, так сказать, хочется одолеть финального босса и получить этот сертификат, потому что какой длинный путь, да, был пройден. Ну и здесь как бы остается уже вот последний шаг, да, чтобы подняться на последнюю, самую высшую ступень. Поэтому даже после первых попыток промаха все равно не хочется сдаваться и уже довести дело до конца. Ну а занимался я вот по таким учебникам. Приобрел эти учебники в книжном магазине. Брал на грамматику, на словарный запас, на иероглифы и на чтение. Большое количество примеров. Вначале даже есть инструкции, как пользоваться учебником, как правильно отвечать на вопросы и так далее. Ну и в конце ответы уже можно смотреть. По этим учебникам занимался. Они, в принципе, небольшие, очень компактные. Ну вот, в принципе, основную информацию я вам рассказал. Сейчас еще планирую немножечко позаниматься. Завтра уже с утра поедем на финальную схватку. Надеюсь, это финальная схватка будет последний раз. То завтра тоже постараюсь подснять, показать вам вообще, сколько будет людей. Ну и еще что-то. Какие-то кадры подсниму, надеюсь. Поэтому всем до завтра. Короче, дошел я до места. На станции шел минут 20. Очень далеко станция была. Вот. На улице жара. Сейчас где-то 35 градусов. Очень жарко. Как видите, народа очень много. Время у нас 11:43. Вот, экзамен начинается в 12:30. Вот, еще немножко времени есть. Я думаю, уже минут через 5 будут запускать внутрь. Буду заходить, устраиваться, уже готовиться к экзамену. Поэтому все пожелайте мне удачи. Будем стараться. Вот, увидимся уже после экзамена. Ну все, я отстрелялся. Закончился экзамен. Время на часах уже 6 час. Вот, я сейчас вернулся домой только что. Пью холодный кофе, потому что очень жарко.
А, голова просто взрывается от проделанной работы. Очень много пришлось сегодня думать. Вот. Но в целом экзамен прошел, в принципе, нормально. Все успел сделать. Было очень легкое аудирование, мне так кажется. Ну, в принципе, думаю, что практически на все вопросы должен ответить правильно. Вот. А касательно части грамматики, чтения, в принципе, ну, были какие-то непонятные моменты, но в целом, я думаю, что довольно успешно получилось все ответить на все вопросы. Вот, поэтому буду ждать хороших результатов. Вот, результаты будут в конце августа, ну, 20-х числах августа где-то. Вот, как правило, да, проверяют где-то 1,5 месяца. Даже практически 2, да, получается. Вот, поэтому, ну, посмотрим, как будет. Если будут какие-то вопросы касательно сдачи экзамена JLPT, задавайте вопросы, потому что я уже много раз его сдаю. Уже более-менее какие-то есть знания, как готовиться, как сдавать его. Поэтому, если что, задавайте вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Увидимся в новых видео.